Ребята, всем огромный привет! Мы с Жориком хотим показать вам своих парочку орхидей, которые сейчас в цвету. И даже вот смотрите, пока мы собирались снять видео, уже даже некоторые цветоносики отцветают. Это, девчата и ребята, красота невероятная Dendrobium Berry Oda. Вот кто радует. Круглый год, несмотря ни на что. Стоит у меня на окошке, недалеко от батареи, поэтому быстро пересыхает. И как видите, я его взяла для полива. И думаю, боже, я же должна его вам показать. Я ему предложила посадочку в мелкую кору. И вот так в кашпо он у меня в 12 горшке растет. Смотрите, сколько корней. Очень неприхотливый, не устаю об этом говорить. Множественные цветоносы. И даже уже на бульбах, которые цвели, он тоже, вон видите, вот там остатки летнего цветения, опять цветонос, он продолжает цвести. В общем-то, слушайте, невероятный, благодарный Dendrobium Berry Oda без заморочек. Я его так и называю, Berry Oda без заморочек. Вот такой у него интересный цветочек, ароматный. Не всем нравится его аромат, но мне нравится. Лимошке тоже нравится. И она шлет вам привет. Короче говоря, вот еще у меня потенциал на цветение. Некоторое количество бутончиков, девочки и мальчики, смотрите. Бутончики похожи на каких-то воробушков, маленьких птичек. Потом открывается такой вот красивенький цветочек. Так, как вы понимаете, у меня еще не слишком густо по цветению, только кругом на стеллаже здесь. Ой, цветоносы, цветоносы. Единственный, кто радует, ну вчера немножко я, конечно, расстроилась, сбрасывает бутон. Это горизонт, который прям вот такой, знаете, вот как мне нравится. Вот такой. В домашнем цветении летом был еле-еле такой, знаете, и розовый, такой нежно-терракотовый. И наконец-то я увижу, пусть два цветочка, ну, насыщенно алых, вот таких вот как цветозакат. Хотя на горизонт, мне кажется, что цветозакат. Вообще суперский. Нравится мне он очень. Но жду, пока появятся распуски, пока только вот бутончики. Здесь у меня ароматит вот эта прелесть. Красивая, лаковая. В количестве один бутон. Но это такие, знаете, орхидеи, такие сорта фаленопсисов, которые вот не балуют многоцветковостью. Слушайте, и вот это моя сказка, это обняться и плакать. Вот не было ж света долгое время. И смотрите, вот она открыла бутон, вот так приоткрыла, и она не собирается вообще его как-то дальше видоизменять, раскрывать. Блин, никак она не созреет. Ну, я не знаю, девочки, но это, скорее всего, связано с недостатком цветения во время формирования бутона. Посмотрим, как следующий бутон откроется. Вот одинокий тоже воин уже доцветает. Так, и хочу... Так, сверху там тоже цветоносы, которые идут вообще вот так вдоль. Видите, странно, что не тянутся к свету, потому что не было света, некуда было тянуться. Ну, в общем-то, вот по наличию цветоносов будем надеяться, что как-то что-то где-то цветение у нас будет. Так, ну и принесла вот эту мою лялечку. Очень она мне нравится. Вот такая вот бабочка. Такая прикольная. 3 бутончика, ну такие классные. Причем сформировались эти бутоны в темноте, вот на нижней полке стеллажа. А потом постепенно начали открываться даже в темноте. Я была очень удивлена. Представляете? Соня номер 4. По-моему, девочки, вы мне писали название этой бабочки. Я что-то... Если не сложно, повторите, пожалуйста, еще раз, чтобы я уже взяла и записала наконец-то. Ну, вот такая вот. Она не ароматная, по-моему. Не ароматная. Вот такая вот восковичок вот такой, видите, с защипчиками. Такая у меня картина маслом. Сейчас еще одну покажу, цветущую, которая уже распускает бутончики свои. А перед этим покажу вам свою прекрасную Лего Фантастик, ту часть, которая верхняя, мы с вами делили Лего Фантастик.
Почему, видите, она еще не цветет, только бутоны. Почему хочу показать? Потому что, смотрите, девочки, по-моему, когда мы ее пересадили в плагрон, я пшикнула вот здесь поверху средством польским для укоренения корнеобразования. И смотрите, по-моему, я брызнула. И смотрите, какой взрыв корневой пошел сверху, со всех сторон. Думаю, дай-ка я вам покажу. То есть очень полезно этим средством брызгать на шейку орхидеи. Смотрите, что творится. Да? Прям как на этих заставках на видео у наших тайских, да, блогеров, которые показывают там разные суперсредства для роста и развития. То чеснок они там толкут, то картофель они варят. Не знаю, что они там делают, то рис моют. И у них вот такие есть искусственным интеллектом сформированные, там, где корни лезут со всех щелей. Такие, знаете, фотографии, ну как на заставке, аватарки, на которые мы любим кликать. Так вот, почти то же самое. Может, это совпадение, не знаю, ребят. Ну, вот прям вот так вот. Что в горшке, спросите вы, тоже неплохо. Вот в плагроне, да? Все-таки неплохо. Я вот думаю, может, еще слоем плагрона засыпать сверху эти корни. Не знаю, ребят. Кто с плагроном имеет дело. Мне написали комментарий, что плагрон это тоже, это название фирмы, которая выпускает грунты для растений. В том числе и керамзит, вот такой вот в виде шариков для гидропоники. Это именно керамзит для гидропоники фирмы Плагрон. Так, ну вот, тут везде все нормально. В принципе, все хорошо. Так, главное, чтобы мне сейчас не сломать бутоны ему. В общем-то, корни в порядке, вот рост активничают, все неплохо. И одновременно и рост корней, и цветение возможно. Сейчас покажу еще одну красотку. Полезла за очередной орхидеей наверх, и вот нашла здесь уходящий лист на одной из орхидей. Надо снять. Но она вроде не собирается цвести. Ну вот лист решила, ну пускай пока он еще поболтается, нижний скушать. А я вот сюда наверх отправилась для того, чтобы показать вам вот эту красоту, которая здесь у меня на верхней полочке. Ой, тоже, видите, вот поворачивается цветонос, крутится. Да, Лимошка? Скажи привет всем. Лимошка охраняет эту красоту. Сейчас я спущусь, девочки, аккуратно со стула. Это закрытая система. Так, блин, я опять забыла, как она называется, эта орхидея. Ну, не важно. Важно, что она красивая. Посмотрите, какая. Видите? Очень красивая. Что мне тут iPhone написал, какая-то фиксация. Не знаю, девочки. Ну, посмотрите, какая прелесть. Да? Я сначала подумала, так смотрела снизу. Думаю, что там у меня за бабочка открывается. Думаю, вроде не было на том стеллаже бабочек. А она в этот раз без достаточного освещения, цветочки маленькие очень. Намного больше, цветы прям крупнючие у нее были в прошлом году. Суга Даймонд, по-моему, так она называется. Есть и бабочка этого сорта. У меня не бабочка, а пилор у меня этого сорта скоро будет цвести. По-моему, Суга Даймонд. Так, и смотрите, какая она. Ну, два цветоноса заложили, ну как бы вот новый цветонос и почечка на старом. Ну вот верите, в прошлом сезоне это были просто огромные цветы, а в этом сезоне вот так. Ну, знаете, как главное сохранить вообще цветение. Вот от окна покажу. Главное, чтобы сохранилось цветение, не цветение, господи, чтобы орхидея сохранилась, а цветение это уже такое, знаете, наживное. Будут лучшие условия, подцветем. Возможно, летом будет более пышное цветение в следующем году. Правильно? Красивая очень. Очень красивая. Она так хорошо разрослась. И корни у нее хорошие. Вот в этой посадке галтованная кора с живым мхом. Нравится им. Вот у меня на окошке этот же сорт. Новый листик.
Ну вот, видите, вот цветонос вот так в каскадик уходит. Еще пока нет у нас, конечно, бутончиков. Вот они к окошку тянется краешек цветоноса. Это тот же сорт, только пилорик. Он такой интересный. Я ждала бабочку, но пилорик. И он как-то немножко по-другому назывался. Сейчас я вам скажу. Ну, это то же самое. Это то же самое. Здесь лист от нехватки, недостаточно ей освещения. Видите, такой темно-зеленый. А здесь на свету он более, видите, смотрите, разница. Под лампой и частое отключение света, и без лампы не зависит только от естественного освещения. Это называется Soga Diamond Trilips. Во. Ой, политый так хорошо, я недавно поливала. В общем-то, 2 Soga Diamond у меня, да. А даже, по-моему, у меня еще и бабочка есть где-то в новиночках. Soga Diamond, насколько я помню, или я что-то путаю. Ну, в общем-то, неплохо пошел здесь на окошке. Девочки, побольше бы окошек. Побольше бы окошек. Дела были бы намного лучше. Намного лучше. Кстати, меня спрашивали, задавали вопрос в каком-то из видео предыдущих. Аня, расскажите, вот у вас растут орхидеи в плагроне и в коре. Как они переносят отсутствие света, холод? Есть ли разница? Девочки, в принципе, вот в плагроне моя орхидея на окне, на ковричке. И вот рядом в коре, да, одна, вторая. В принципе, не увидела я никакой разницы. Никакой разницы. На стеллажах, конечно же, теплее. Просто я не поливала. И я считаю, сейчас даже, вот мой мини-марк в плагроне. Вот он там как-то более-менее уже получше себя чувствует. Ну, я не вижу разницы. На стеллаже там тепло, одинаковая температура, что как бы все равно, говорит, наверное, в коре корням орхидеи как-то комфортнее. Девочки, возможно, я не знаю. Но старайтесь, если такие складываются условия, без, как у нас часто сейчас бывает, без достаточного освещения. Надо, кстати, ванды полить, уже позасыхали. Без достаточного освещения надо 2 руки. Вот тут цветонос могу сломать. Сейчас вот так достану. То, конечно же, лучше... О, пересохла ванда, девочки. Ну, она не то, что пересохла, но полить надо. Надо, конечно же, все-таки уменьшить полив. Уменьшить полив орхидеи. Тут у меня, видите, биполантол 15 капель. Я просил 400 капель валерьяны, а у вас 402. Слушайте, можно вот так чуть-чуть даже наливать, и она постепенно подтянет. Уже проверено. Бывает даже на холодном окушке, бывает так иногда оставляю. Ну, рисково, потому что могут нижние корни попортиться. Больше добавлю, не буду жадничать. На стол поставлю, пускай попьет. Не туда, а вот сюда поставлю на стол. В общем-то, короче говоря, у меня Soga Diamond вот такой классический. Ну, не поверите, вот насколько меньше диаметр цветка из-за вот этих условий, которые не можем создать без света на стеллажах, на полках. А все вместить сюда, ну, нет возможности. Нет возможности. Так, что там наш хатуюки, который мы с вами пересадили? Я его 1 раз полила, пообрезали мы цветоносы. Ну, вроде ничего, нормально. Девочки писали: Аня, мы по твоей наводке понакупили хатуюки. Девчонки, классная орхидея. Ставьте лайкосик, кто влюбился в хатуюки. Вот казалось бы, да, она такая необычная, просто мелкая, да. Ну, как она всем нравится. Слушайте, что они у меня такие все пыльные? Не могу понять. Надо все повытирать. Это вот из-за того, что я к ним не касалась, пока света не было. Так, а тебя тоже полить за компанию? Да? Тебя полить. Так, аккуратненько. Уже жду, когда они мне дадут цветоносы, эти ванды. Радуюсь за девочек, у кого ванды. Так, главное не... Знаете, что главное? Главное не попасть вот между листьев водичкой. Потому что все.
сразу начнется загнивание. Сколько здесь пар листьев? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмая пара растет. Слышала, я вам рассказывала, что говорят, что если у ванды от 10 пар листьев полноценных, может не таких маленьких, то она уже готова к цветению. Так, становитесь, девочки, становитесь, поливайтесь. Ну, потихонечку. О, тут уже воды уменьшилось. Вот водохлебка. Подтянула сразу. Сейчас и это тоже подтянет. Видите, немножко налила и все. И там еще у меня есть малышка, которую тоже надо полить. Вот это. У нее такая корневая прям. Ну, вот листочек растит, смотрите. Так что, девочки, смотрели цветение немногочисленное и ванды полили. Ну, это вот по примеру, как вот я содержу ванды в своих условиях. И как я их поливаю. Вот так немножко водички налила. Могу вообще до вечера оставить их, а перед вечером просто слить остатки воды. Может быть, здесь вообще их не останется. Вот у этих. Они сейчас выпьют за день и все. Это вряд ли такое количество выпьет. Она столько не выпьет. И, в общем-то, вот так содержу ванды. Ну, вот растут помаленьку. Эти вообще с маленьких размеров приехали. Ой, не моя лапочка. Так нравится мне, красотка. Так, здесь что? Здесь у меня надо полить или не надо полить. В керамзит я засадила свой миниатум, потому что он меня замучил уже. А ну, в гидропонику. Лучше было бы в закрытую систему, но я его так. А у него еще, видите, еще плагрон мокрый. Не буду. Дождусь весны, думаю, что начнется корневой рост. Они вот так сначала после пересадки в новый субстрат сидят, может какие-то корни отбросят, такое тоже может быть. А потом раз и пошли, не цветет, не хочет меня радовать. Ну ладно. Так, погода у нас налаживается вроде как. Так как он стоял? Там две детки у него, и он стоял, по-моему, детками туда. Тут у меня морковочка маленькая такая. Ой, мои морковки, девочки. Мои морковки. Так, остальные более-менее. Вот эта морковка в тепле, она листья не сбрасывает. Только вот этот желтеет немножко. И в том году не сбрасывала. Не, она в том году летом сбросила. Вот с этой вот бульбы. В этом году у нее куча корней. Ну и не цветет, и листья не сбрасывает. И спать не ложится. И не цветет. Не субина людям. Уже и ложись спать. Но чтобы она легла спать, ее надо перекратить, поливать. А я вечно что-нибудь ей туда хлебну водички. О, тут цветоносик. Ну, из цветущих на подоконнике мой любимчик Роттердам. И не только мой любимчик. У меня муж любит его. Обожает, когда он шапкой цветет. Он все заглядывает, ходит, смотрит. Говорит, о, мой любимый. Начинает цвести. И здесь вот маечка моя открывает бутончики. Такая вот красотка. Ну, а повыше вот этот вариация Биг Бенга тоже зацветает. Я все думала вот эти зеленые цветоносы посрезать, но здесь вижу, ну, как живые они, не знаю. Не знаю, что с ними делать. Может, я обрежу потом. В общем, все здесь полито. Все нормально. У Майи второй цветонос в окно идет. Я его вот так, как змеюку, притянула. Потому что вообще в окно уже воткнулся. Так что вот так, здесь цветонос. В общем, девочки, в этом году цветение будет попозже. Так что всех обнимаю, всем мира и добра, всем всего самого-самого наилучшего. Я иду дальше поливать. Вот мои цветущие орхочки. Их немного, но они вот таким букетиком радуют. Радуют. Обожаю время цветения орхидей. Это так здорово. Это просто среди зимы особенно. Это просто. А эти вот прям как букет полевых цветов. Такая прелесть. Пишите, кто у вас цветет, сколько у вас цветут, какой процент коллекции у вас цветет. У меня очень низкий процент коллекции сейчас цветет. Надо ждать. Надеюсь, что условия у нас не, в худшую сторону не будут меняться. И будем цвести и радовать. Всех обнимаю. Пока-пока. Жорку покупали. Мама халатик ему одела. С улицы пришли, нагулялись. И говорю, иди знай там, что с водой будет на неделе, что будет
Что ты бегаешь, нос вытирает? И что будет со светом и с отоплением вообще? Да, да. Не нравится? Одела ему халат такой из микрофибры. Или что это оно такое, не знаю. Халатик для хороших песиков. Да? Ой. Будем феном сушиться, Жора? Или не будем? Слушайте, замерзли. Я пришла, прям такой хорошо тепленькой водичкой его промыла. Всем привет от нас. Всем привет от нас. Я же тебя вытирала уже. Давай мы тебя с тобой посушимся. Давай фен возьмем. Давай. Жора, давай. Давай, сушимся. Барашки твои сушим феном. Ты слышишь меня? Так быстрее будет, не трясись.